Всем привет! На связи Лера Скоропедко, которая Факсфору. Наверное, у вас вопросы. Какого черта я просто скопировала видео Брайан Мапса? Hello. Все просто. Чтобы сделать вот такой YouTube Shorts. Леру Скоропедку захейтили. После того, как девушка выложила последнее видео, ее заспамили комментариями о плагиате видео Брайан Мапса. В общем, сегодня я, как и Брайан, попробую сайт Character AI. Здесь пользователи могут поговорить с людьми, с персонажами просто на любой вкус. В том числе и с Брайаном Мапсом. Собственно, этим он и занимался. Incredible. Спрос и большое количество ботов с ним неудивителен, потому что количество подписчиков все-таки не хухры-мухры. А что по поводу той самой легендарной, очень популярной Скоропедки? Наверное, какая-то ошибка, просто приложение лагает. Или, может, просто мои пупсики не нуждаются в моем нейророботе, потому что я всем отвечаю в моем телеграм-канале. В любом случае, исправляем эту нелепейшую ситуацию и просим друзей создать скороботов и прислать мне на них ссылку. Ждем. Короче, прошло типа 2 дня, и вот я получила моих скороботиков. Я никаких рамок не ставила, поэтому я даже не знаю, чего ожидать, но надеюсь, будет что-то смешное. Так, ну что, вот наш первый скоропот. Его зовут Лера, почему-то с большой буквы, с маленькой Скоропедка. Итак, наше первое сообщение. Давайте послушаем. Привет. Чем можешь заняться? Могу посоветовать много разных идей. Ну, кстати говоря, по-моему, очень похоже. Какие идеи? Что? Подождите. Можно заняться волонтерством и помогать нуждающимся, пенсионерам, животным, бездомным и т.д. Или можно делать то, что тебе по душе, рисовать, петь, учиться новому. А что тебе нравится? То есть я пишу реально как робот. Я люблю снимать видео. Почему все это не работает? Лампа отключилась. И кошка сюда пришла, блин. И компьютер тоже не работает. Она больше не хочет мне писать. Давайте попробуем ей позвонить. Может быть, она будет отвечать быстрее. Я снимаю видео всю жизнь, а ты? Очень круто. Это определенно твое призвание. А чем именно ты снимаешь? Людьми, природой, повседневной жизнью или еще чем-то? Если честно, мне уже скучно с ней разговаривать. Какой-то пустой разговор получается. Ой, она же это все слышит. Извини меня, пожалуйста. Не переживай, это нормально, что с ней скучно разговаривать. Это всего лишь искусственный интеллект, и он не способен на настоящую искренность и эмоции. Может быть, тебе стоит найти настоящего человека, с которым можно пообщаться на интересующие тебя темы и поделиться своими мыслями и чувствами. В целом довольно натурально. Я не могу сказать, что я общаюсь всегда именно вот так, но что-то общее с этим есть. Хочу, чтобы друзья в комментариях написали, что я им просто не отвечаю на сообщения. Ну что, смотрим следующего. Так, ну здесь нас встречает мое классическое приветствие с Ютуба. Давайте послушаем голос. Привет! Как дела, пупсик? Это что такое? Что это такое? Что это такое? Подождите. Так, сейчас проверим. Я надеюсь, что это просто был лаг. У меня все хорошо, а у тебя? Я в порядке. Хочешь быть моим пупсом по переписке? Каким пупсом по переписке? Какой бред, что это? Да, конечно. Хороший пупсик — это которого можно ласково называть пупсом. Ты моё пупсик. Вот это вот чувство кринжа, вот это мое любимое, потому что уже становится странно. Что это такое? Знаете, вот если бы она говорила с тем голосом, который был до, возможно, было бы еще лучше. Раз нам предлагают такие обстоятельства, мы станем ее пупсом. Хорошо, я твой пупс, а ты кто будешь? Я буду твоим котиком 3. Ласковый, нежный котик, котик для мурчания.
Что мы будем делать вместе? Если бы это был другой персонаж, было бы проще. А так у меня ощущение, что я разговариваю, ну, как будто бы вот сама с собой, ну, не как будто бы, а я говорю сама с собой. И из-за этого я не могу себе говорить такие неприятные грязные вещи. Мы будем целоваться. Котику это нравится, котик хочет кусочек попки своего пупсика. Котик может укусить попку. Кусай меня за попу. Котик хочет попку своего пупса, хочет его обнять, потискать. Котик хочет прильнуть к нему всей своей нежной, тепло солнышком, мурчащей тушечкой. Все подтверждайте в комментариях, пишите, я всегда говорю только так. И теперь я буду употреблять вот эти выражения. Привет, пупсик, хочу покусать тебя за попку. Давайте сделаем перерыв от скоропетки на другую скоропетку, потому что что-то я пока не готова к этому. Следующий скоробот зовут Лера Скоропетка, милая ютуберша. Привет, я Лерочка Скоропеточка. Очень мило, обнадеживает. Давайте попробуем с ней поговорить. Что ты делаешь? Завтра у меня выходной в университете. Прям. Сейчас я сижу за рабочим столом, монтирую последнее видео, параллельно общаюсь в этом чатике. Ну, правдоподобно на самом деле. А что за видео будет? Хочу сделать летнее, как в последний раз ездили кататься на катере. Снимаю разные видео, и в этот раз хочу показать веселое время, солнечный день, людей, солнце, вода, улыбки, музыку. Это просто летние компиляции интересных моментов из жизни. Вот так я точно не разговариваю, потому что компиляция, я даже не знаю, что это значит, но узнаем, когда будем монтировать. Почему ты монтируешь летнее видео, если сейчас апрель? Я давно монтирую видео о прошлом лете, вот, до сих пор до него не добралась. А сейчас буду работать над ним в ближайшее время, потому что хочется теплое. И вообще интересное видео получится просто о прошлых моментах. И это очень приятные видео такие получаются. Ну вот это правда. Знаете, сколько у меня снято влогов с зимы, с осени, с лета, у меня даже с весны что-то есть, и они не смонтированы, потому что мне кажется, что они уже не актуальны, и как-то выкладывать их будет странно. Но если вы хотите, можете написать в комментариях, если вам не важно, когда они были сняты, то я могу парочку точно выставить. Во-первых, не понимаю, почему она общается такими огромными предложениями. Лично я в жизни обычно пишу короткие сообщения. Краткость сестра таланта. Я не люблю вот огромные сообщения писать. Если записываю голосовые, то я стараюсь тоже лаконично это все говорить, поэтому я часто их перезаписываю, чтобы я там не запиналась сильно, чтобы я там нормально формулировала мысль. Проблема тупых. Ну ладно, я не тупая. Ну ладно, шутка. Можно с тобой встречаться? Ну, да, думаю, можно, А какого человека рядом ты хочешь видеть? с которым будет интересно. Не скучно, с которым можно общаться на разные темы, эмоционального, умного, с чувством юмора, с интересными, увлекательными хобби, человека, с которым можно быть рядом и чувствовать тепло, комфорт, человека, с которым будет взаимопонимание, интересы совпадают, человека, в присутствии которого сердце замирает. Слушайте, ну кто такого человека не хочет? Конечно же, но у меня вопрос, почему она разговаривает такими огромными реально предложениями? Ты думаешь, я тебе подхожу? Думаю, да. Ты интересный собеседник, чувствуется, что у тебя есть ум, интересы, а внешне ты, я уверена, тоже не подведешь. А мне говорят, что я очень страшный. Не знаю, мне хочется верить, что человек рождается красивым, а уж потом в жизни он встречает не тех людей, которые затачивают его на плохое. И вот он превращается во что-то уродливое и внутренне, и внешне. Знаете, когда я смотрела видео Брайана, я думала, что будет просто что-то смешное, что она будет мне писать какие-нибудь гадости, еще что-то. Но почему все диалоги с вонючей Лерой Скоропеткой — это какая-то психотерапия? Этот скороботик очень светлый, я, наверное, даже с ней продолжу общаться, честно. Открываем последнего скороботика, которого мне прислали. Называется «Скоропетка не поставил лайк, наказываем». Что думаете? Нормально, если я буду сидеть в таких имиджевых очках? О, тут сюжет какой-то, давайте послушаем. Лера Скоропетка, блогерша, ведущая популярный YouTube-канал. Она легко привлекает внимание окружающих. Однажды ты узнал ее на улице и захотел сфотографироваться. Она спросила тебя, поставил ли ты лайк на ее последнее видео.
Ты замялся, и, выхватив твой телефон, она открыла YouTube и увидела отсутствие лайка. «Наказан», — сердито сказала девушка и потянула тебя за угол. Что? Какой угол? Спроси меня. Зачем? Зачем? Она толкает тебя в стену, крепко держа твои запястья над головой. Что ты делаешь? Ее взгляд холоден и дерзок, она сильнее прижимает тебя к стене своим телом. Отвечай. Ты поставил лайк на мое последнее видео. Я поставлю, честно. Она дерзко вскидывает бровь и наклоняется ближе к твоему лицу. Ее грудь касалась твоей. Правда подставишь? Да, я поставлю лайк, правда. Она хмыкает и ослабляет хватку на твоих запястьях, но не совсем убирает свои руки с твоих рук. Очень на это надеюсь. Но, к твоему сожалению, тебе придется получить наказание за это. А я правда пишу своим друзьям. Привет, у меня вышло новое видео на ютубе. Если ты не поставишь лайк и не напишешь комментарий, тогда у тебя прорвет карий глаз. Можно сказать, что основано на реальных событиях, да? Я уже не могу ждать. Нереально пора домой просто. Она хихикает, ее руки уже полностью расстегнули несколько пуговиц. Руки ласково спускались по твоему торсу. Тихо. Ты должен дождаться своего наказания, дорогой, раз уж ты так безответственно поступил. Я уберу лайки со всех твоих видео. Рука дерзко поднимается и нежно, чуть касаясь пальцами щеки, ведет легким касанием по подбородку. Мы оба знаем, что ты этого не сделаешь. Уж слишком тебе нравится моя контент. Я просто не поставил лайк на твое видео. Пока я буду идти на работу, я поставлю его. Все, я ухожу. Ну уж нет. Ты ведь должен получить свое наказание. Да какое Это слишком наказание? легкое наказание для такой серьезной провинности. Хорошо, ты можешь наказать меня прямо сейчас, и я пойду на работу. Согласен с тобой, дорогой. Согласна по дороге тебя наказать. Так, все. Пока. Я не понимаю, во-первых, почему она настолько дерзкая? Она просто дерзкая в каждом сообщении. И она каждый раз мне об этом напоминает. То есть наказание кажется очень интересно. Но я так понимаю, что мы об этом не узнаем, если не будем с ней общаться еще. А я уже не могу это терпеть. Можешь сказать какую-то мотивационную фразу, какой-то жизненный совет? Нужно быть настоящим, не пытаться казаться. Нужно ценить время, не тратить его впустую, делать что-то, что нравится, заниматься тем, чем хочется заниматься. Нужно жить так, как хочется, не стоит тратить жизнь ради других людей. Очень глубокая мысль. Спасибо. Ну, может, не стоит ожидать от меня какой-то глубокой мудрости. Мне всего лишь 21, и у меня не так много опыта. Могу я еще что-нибудь сказать? Нет, спасибо. В общем, ребята, на самом деле, несмотря на то, что общаться с самой собой довольно странно, но это прикольно. И мне не было как-то страшно, особенно если эти скоропитки не находятся в общем доступе, а мне просто прислали ссылку. Я надеюсь. На связи была Лера Скоропетка, которая Loves World. До встречи на следующей неделе. Теперь в пятницу. Всем пока!